Здравствуйте! Продолжаем цикл для начинающих в Kubernetes. И сегодня мы с вами поговорим о том, как попросить Кубер раскидывать поды, вернее приземлять поды на необходимые нам ноды. То есть наше желание золотой рыбки, но более конкретизированные. Для того, чтобы повторить некоторые, ну, скажем так, эксперименты, которые мы с вами будем делать сейчас, нам потребуется кластер, где будет 4 воркер-ноды. Значит, у меня сейчас кластер с 4 воркер-нодами. Эй, не попал. Ну, как видите, здесь то же самое, только время и дата поменялось. Значит, название машин, как вы понимаете, не имеет никакого значения. Имеет значение роль, которая у машины. Как видите, роль control plane, мастер и так далее, она только у первой машинки. Остальные 4 ноды, в общем-то, являются воркер-нодами. В принципе, мы с вами уже этой темы касались, когда рассматривали Daemon Set. Там мы разбирали, что такое Taint, что такое Toleration, и мы с вами посмотрели Node Selector. Значит, напомню вам, что Node Selector позволяет указать метки, которые установлены на ноды, на которые надо приземлять данные поды. Ну и учитываются также тейнты и toleration, которые вы вешаете. Ну, тейнты вы вешаете, соответственно, на ноды, а toleration вы вешаете, соответственно, на поды. И это мы с вами уже видели, поэтому повторяться не буду. Начнем с новенького. Значит, есть такая штука, называется NodeName, такой параметр в манифесте. Вот здесь в спецификации пода, обратите, пожалуйста, внимание. Есть параметр NodeName, которым можно прямо указать ноду, на которую будет приземляться ваш под. Значит, штука такая, конечно, очень ограниченная и очень ситуативная, скажем так. Обычно я ей не пользуюсь, хотя можно использовать, например, для отладки. Когда вам нужно запустить какой-то под на какой-то ноде кластера и там, допустим, проверить какие-то сетевые вещи. Но, во всяком случае, сеть я в кластере Кубера в том числе тестирую при помощи приземления специальных подов, на которых есть механизмы, ну, вернее, приложения, которые обрабатывают там какие-то сетевые запросы и так далее, всякие сетевые проверки делают на конкретную ноду кластера, и там уже какие-то проверочки делают. Поэтому NodeName мы с вами руками щупать не будем, просто знаете, есть такая возможность, ну вот есть и есть, можно пользоваться. Наиболее распространенный инструмент, который используется для указания куберу, где чего размещать и как, это так называемые Affinity. Значит, существует 3 разновидности Affinity. Это ноды Affinity, под Affinity и под Anti-Affinity. Что имеется в виду? Когда мы говорим с вами ноды Affinity, при помощи этого параметра мы с вами определяем, вернее, указываем предпочтение, на каких нодах кластера должен размещаться под. Если мы говорим про под Affinity или Anti-Affinity, то тут учитывается не кластер, вернее, не нода кластера, куда размещать, а другие поды. То есть вы можете указать, что вот этот под должен находиться там же, где и, допустим, вот этот под. Ну, допустим, не знаю, там у вас там какая-то очередь, какой-нибудь RabbitMQ, например, какой-то под RabbitMQ, и приложение, которое этим RabbitMQ пользуется. И вы хотите, чтобы они были на одной ноде кластера. Ну, вот, например, это можно сделать при помощи Affinity. Или другая ситуация, когда вам нужно сделать так, чтобы наоборот, 2 пода не были на одной ноде кластера. В этом случае у нас определяется anti-affinity. То есть, например, нельзя, чтобы на одной ноде кластера были 2 пода одного и того же приложения. Наиболее распространенная ситуация. Ну и поскольку это наиболее распространенная ситуация, мы с вами начнем как раз с этого примера. Вот пример манифеста деплоймента. Значит, здесь достаточно простой деплоймент. В качестве контейнера я использую этот Traffic UMI. Удобная штука, приложение, которое позволяет хорошо производить отладку там, REST всяких запросов и так далее. Оно висит обычно на 80-м порту в нашем случае, лимиты, ливнес пробы. В общем, все стандартно. Стандартный, в общем-то, сам по себе деплоймент. Ничего здесь такого интересного нет. Единственное, что я здесь добавил раздел Affinity. Вернее, как? Вот у нас есть раздел Affinity. А дальше мы пишем под Anti-Affinity. То есть разновидность Affinity под Anti-Affinity. Здесь мы говорим required during should be ignored during execution. Мой английский, как всегда, на высоте. Давайте глянем, что это такое. Я вот здесь отдельно описывал. Значит, здесь возможно 2 варианта. Вот это required и preferred.
Required означает, что это обязательно к исполнению. Если не удастся подобрать ноду, удовлетворяющую данному affinity, то под не будет запущен. Он просто не будет создаваться. А preferred, говорит, что да, предпочтительно воспользоваться этим правилом. Если вдруг чего-то не найдем, ладно, все равно запусти где-нибудь. Вот в нашем случае у нас идет required, то есть обязательное условие, которое будет выполняться во время распределения, но во время исполнения уже не будет учитываться. Дальше мы указываем label selector, то есть мы работаем с метками, все то же самое, метки. Вот смотрите, у нас у пода есть набор меток, это Kubernetes name, instance и version. Вот тут в самом начале знакомая вам конструкция, знакомые якоря. Да, морская такая тематика, бросил якорь в YAML файле. Соответственно, вот у нас есть 3 метки, которые характеризуют данный под. И мы можем, опираясь на эти метки, в общем-то, работать. И здесь говорим, что при учете affinity, вернее, нашем под anti-affinity, мы учитываем метки, которые имеют ключ вот такой. Видите, вот у нас эта метка. И вот это логическое и, поскольку у нас тут массивчик, да. И ключ вот такой. Вот у нас тоже есть. Дальше мы указываем оператор. Оператором может быть in, not in, exist, not exist, lt, gt. По-моему, lt меньше, gt больше. Значит, in это означает, что вот эта метка может иметь следующие значения. И тут мы можем указать несколько значений. Это массив, обратите опять же внимание. Но в нашем случае тест dp. Вот у нас тест dp. В случае version версия 0.1. То есть, если у данного пода есть 2 вот этих метки, на остальные нам по барабану, они нам не интересуют, тогда будет срабатывать вот это правило, которое говорит, что если на данной ноде уже присутствует под, у которого есть вот такие метки, то на этой ноде мы не будем планировать запуск нашего пода. Как вы понимаете, здесь могут быть метки не только вашего пода. Да? Допустим, в данном случае мы будем самому себе запрещать, да, в нашем деплойменту. Говорить, что наш деплоймент на одной ноде не будет размещать одинаковые поды. Мы можем ссылаться на другие поды, если вы не хотите, что, допустим, так терпеть ненавижу, один под другой терпеть ненавидит со страшной силой, просто спать не может. Можно вот таким образом сказать, что ладно, не ходи туда, он там какой-то противный. Еще один важный момент, который у нас определяется в нашем случае под anti-affinity, у нас есть еще такой параметр topology key. Что это такое? Некоторые путаются, не понимают. На самом деле мы при помощи topology key определяем ноды, не поды, а ноды, на которых будет работать данный affinity, то есть на которых мы будем, в общем-то, размещать наши поды и, не дай бог, на одной ноде, чтобы они были. Значит, соответственно, здесь указывается метка ноды. То есть, вот у меня есть ноды в кластере. Давайте на них посмотрим. Вот берем любую ноду кластера и смотрим, какие labels на них установлены. Как там оно было. Kubernetes IO hostname. И смотрим. Да, пожалуйста, вот метка Kubernetes IO hostname. Абсолютно все равно, какое у нее значение. Главное, чтобы эта метка присутствовала. Kubernetes IO hostname при установке кластера ставится по умолчанию на все ноды кластера. Поэтому будет относиться ко всем нашим нодам данный topology key. Но можно, конечно, поизвращаться. Теперь, собственно, давайте запустим, что у нас получится. Значит, namespace work у меня уже есть. Если у вас его вдруг нет, вы его создайте. Потому что мы, как приличные люди, в namespace default ничего не запускаем. Да? Мы люди приличные, а не эти гопники залетные. Значит, соответственно, применяем манифест. Так, а где я нахожусь? К8. Ага, сорян. Мне нужно еще в chapter 4 зайти. Да, и вот здесь мы создаем с вами манифест. Значит, и после того, как мы его создали, смотрим, что же у нас появилось. Значит, поскольку я явно не определял количество подов, у меня там всего лишь один сейчас реплик. Да? У меня сейчас всего лишь одна реплика по умолчанию запускается. Сейчас она запустится, там не суть важно, быстро стартует. Мы видим, что, видите, одна реплика, она у нас есть. Теперь давайте увеличим количество подов до 5 штук. Значит, посмотрим
какие деплойменты у нас есть, потому что увеличение подов у деплоймента – это манипуляция с деплойментом, а не подом. Помните, деплоймент – это управляющая конструкция. Именно он управляет, сколько конкретно подов в этом деплойменте будет на сервере. Но, как видите, у нас всего лишь один там под, из одного мы это убедились. Для того, чтобы увеличить количество подов, нам нужно указать параметр, команду scale у kubectl и указать количество реплик, у какого деплоймента мы хотим установить. Мы сейчас устанавливаем с вами 5 реплик в нашем деплойменте TestDP. И дальше просто смотрим, а что же у нас получилось, какое количество подов. Ну, сейчас они запустятся, не суть важно. Они запустятся только 4 штучки. Почему? Потому что, видите, вот 4 пода у нас находятся в стадии running, 4 пода, а 1 находится в состоянии pending. Он будет в этом состоянии висеть всегда. Почему? Потому что у нас с вами 4 worker ноды. На control ноду это не будет деплоиться, потому что там у нас зараза установлена taint, а мы toleration на наш под не ставили, обратите внимание. Да? И, соответственно, планировщик видит, что у него доступно 4 всего лишь ноды кластера, а у нас стоит anti-affinity, что на одной ноде кластера 2 одинаковых пода нельзя. И поэтому планировщик говорит, что, куда 5-й под засунуть я не знаю, поэтому он у нас висит в состоянии ожидания, что, мол, типа распределение. И если вдруг появится там вдруг 6-я нода кластера worker или какая-нибудь другая нода worker, доступная для распределения, мы там его и запустим. На самом деле мы можем посмотреть события. У нас есть такая команда events, да? И мы говорим, чьи события мы хотим посмотреть. У нас есть под, его 5D, 7D, только он у нас будет немножко другое имя иметь. То, что у меня в документации одно, а по жизни у нас под немножко другой. Вот такой. И, соответственно, мы получили события, которые там были. И мы видим, что здесь пишется warning. У нас reason failed scheduling. Проблемы с распределением вот этого пода. Он говорит, что у нас 0 из 5 нод доступны нам для распределения. Одна нода on tolerated taint, то есть у нас нет толерантности для того, чтобы попасть на эту ноду. Там, соответственно, taint установлен. И 4 ноды не подходят по anti-affinity правилам. Ну и, соответственно, он говорит, вот я поэтому распределить не могу. Значит, если посмотреть в линзе на тот же самый под, который у нас, вот он у нас висит здесь, если навести, видно почему. Но, в принципе, те же самые вещи, они описаны вот здесь. То есть, вот у нас event, и здесь рассказывается, что это за event, что он тут пишет. Тип warning, event и так далее. Event, на самом деле, это отдельный kind, если так, на будущее. То есть, все события, они, в общем-то, в кубере тоже хранятся. Так, удалим deployment, он нам не нужен. Мы с ним как бы побаловались, посмотрели эту тему. Значит, итак, это у нас нод под anti-affinity, когда мы запрещаем на одной ноде кластера запускать 2 пода одного деплоймента. Это необходимо обычно для отказоустойчивости, для того, чтобы у вас были отказоустойчивые приложения. Теперь по поводу ноды Affinity. Под Affinity я вам показывать не буду. Он, в принципе, наоборот, склеивает. Да? То есть, говорит, предпочтительно вот на этой ноде, где другой под находится. Там, в общем-то, все то же самое, только пишите под Affinity. Если говорить про ноды Affinity, здесь мы определяем, какие ноды кластера Кубера, на какие ноды кластера Kubernetes будет размещаться наш под. В общем, мы для эксперимента с вами повесим метки на ноды нашего кластера. На CS2, CS3 мы пометим метку «Зона Африка», а на VS1 и VS2 мы пометим их меткой «Зона Австралия». Не знаю, вот почему-то мне так захотелось. На самом деле, вы должны понимать, что название метки может быть любым. Я просто привел его к фэншую, эти метки. То есть, как бы скажем, предпочтение для некоторых типов меток. Например, топологические метки. Вот рекомендуется делать топологии Kubernetes IO. И дальше там что-то там писать. На самом деле можно было просто написать зона Африка, зона Австралия и так далее. Значит, соответственно, мы с вами метки пометили. Это хорошо. И теперь у нас следующий пример.
Следующий пример – это нода Affinity. Все то же самое, тот же самый деплоймент с тем же самым именем. Единственное, что мы меняем с вами, вернее, как добавляем с вами в Affinity раздел ноды Affinity. Вот под анти-Affinity остался, он как был, так и есть. А мы добавили в раздел Affinity ноды Affinity. То есть вот здесь анти-Affinity запрещает на одной ноде 2 пода. Но при помощи ноды Affinity мы можем еще указать, а на какие ноды мы хотим это все распределить. И, соответственно, здесь у нас тоже, здесь у нас required, да, то бишь требуется во время, в общем-то, рассмотрения заявок на поселение учитывать данное пожелание. И здесь говорится, у нас ноды selector terms, match expression, ну, надеюсь, все понятно. И дальше мы смотрим, что если на ноде есть метка вот с таким ключом и ее значение Африка, ну, как вы понимаете, здесь можно списочек продолжить, тогда, да, это подходит к нашим желаниям и можем распределить данные соответствующие поды на наших нодах, на указанных вот этих нодах. Ну что ж, давайте теперь наш пример запустим, наш манифест применим. Вот он у нас применился. И посмотрим, на каких нодах находятся наши поды. Значит, я здесь использую kubectl get, вывод информации при помощи параметра custom columns. То бишь, мне из всей той информации, которая у нас есть по подам, интересует только его имя и только имя ноды, куда он был распределен. Дело в том, что у вас там, когда кубер размещает под на какой-то ноде, помните, у нас есть манифесты подов соответствующих, и в эти манифесты там тот же самый кубилеты, планировщики и прочее, они дописывают параметры. И там в разделе spec появится параметр ноды name, то есть на какую ноду распределен данный под. То есть прямо в его манифесте это видно. Ну и соответственно я здесь говорю, что у нас будет два столбца name и node, вот они. В первом это имя пода, а во второй нода, на которой он приземлился. То бишь зона CS2 это у нас Африка, как и просили. В Африке приземлился, все замечательно. Теперь давайте увеличим количество подов нашего деплоймента до 3 штук на лету. Соответственно, сделали. И снова смотрим, а что же у нас в кластере, собственно говоря, происходит. Как видите, сработала забавная ситуация. Значит, у нас было всего лишь 2 ноды помечены как африканские. И туда у нас 2 пода попали. А третий под планировщик не знает, куда поместить, потому что у нас точно так же работают правила анти-affinity, да, то есть под анти-affinity. И, соответственно, третий под приземлить некуда. То есть, как бы у нас 4 воркер ноды в кластере, 4, но только 2 из них помечены как зона Африка. Ну, и, соответственно, больше мы никуда распределить не можем. Посмотрели, попробовали, удаляем. Не, ну если вдруг появится какая-то еще одна нода в зоне Африки, то, пожалуйста, под работает. При этом хочу обратить ваше внимание, не то, что у нас третий под никуда не распределился, это приложение-то работает, у нас сервисы работают. Сервисы будут на первые 2 пода посылать запросы, и те будут отвечать. То есть, если у вас вдруг в деплойменте там, из 3, 5, 10 подов там, не распределилось 2, это не значит, что остальные не работают. Это нужно четко понимать, что те остальные, они рабочие, все нормально. Просто вот один экземпляр у вас сиротка. Так, ладно, удаляем всех этих друзей. Сейчас, когда мы говорим про ноду Affinity, мы можем ввести такое понятие, как вес. Да, то бишь вес того, который будет учитываться, когда будут рассматриваться правила. Значит, вот у меня есть третий пример. Давайте смотреть, что же у меня здесь присутствует. Значит, так. Нода Affinity. Нода Affinity под анти-Affinity. Значит, под анти-Affinity остался тот же, который и был. А ноды Affinity у нас поменялись. Значит, смотрите. Здесь у меня есть одно правило, которое распределяет, которое говорит, что наши поды всегда должны приземляться на ноды кластера, у которых есть метка Kubernetes IO OS, и она равна Linux. Ну, допустим, у вас смешанный кластер, и есть, допустим, Windows ноды, чтобы случайно не приземлить данное приложение на Windows ноде, оно там скомпилировано не под Windows, а работать не сможет. Ну, черт его знает, там какие там нюансы. Дальше, нода Affinity у нас второе правило. Preferred. То есть, здесь у нас required, это обязательное правило.
А здесь правило, которое, ну, в общем-то, preferred, да, то есть предпочтительненько. И здесь мы говорим, что у нас есть топология зон Африка и топология зон Австралия. То бишь две зоны, две метки учитываются. Но у зоны Африка вес единичка, а у зоны Австралии вес 50. Дело в том, что когда планировщик планирует распределение пода, где-то там у себя какие-то свои вычисления делает, он присваивает весовые коэффициенты, то бишь поду. Вернее, нодам, куда будет распределяться данный под. Ну и, соответственно, чем больше вес данной ноды, туда под и улетит. Соответственно, при помощи этого веса, который мы здесь указываем, мы как бы увеличиваем вес той ноды, куда будет распространяться, ну, куда будет помещаться данный под. И в данном случае у нас предпочтение Австралии. Но если вдруг в Австралии там места не будет, тогда уже, ну, фиг с ним, поедем в Африку. Можно будет и в Африке распределять. Продолжим наши эксперименты. Теперь применим вот этот манифест. Он у нас запустился. Точно так же смотрим, на какие ноды приземлился данный под. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас австралийские ноды имеют больше приоритет, и поэтому, видите, у нас он не на CS, а на WES приземлился данный под, то, о чем мы и говорили. То есть приоритет Австралии выше, хотя и туда, в Африку тоже можно, но потом. Но потом, когда в Австралии закончатся все опалы, поедем опалы копать в Африку. Добавим еще один деплоймент, то есть мы увеличим на один под. И снова смотрим, что же у нас получилось. Видите, следующий под у нас разместился тоже в зоне Австралии, потому что там серверов хватает и приоритет у Австралии. Нормально, все замечательно, увидели. Добавим третий под. И смотрим, что получилось. Опаньки, а третий под улетел в Африку. В отличие от предыдущего примера, где у нас было жестко забинено на Австралию, мы в нашем случае здесь уже распределяем наши поды и в том числе в Африку. Если вдруг в Австралии все закончилось, в Африку тоже можно. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, нормально, все замечательно, все хорошо. Удалим за собой наши эксперименты. Под работал, все нормально, можно было обратиться. Просто мы сейчас смотрим, как распределяется. Да? Не как работает, а как распределяется. Сейчас мы с вами поговорим об еще одной фишке, еще один конфигурационный параметр, так называемый pod topology spread constraints, извините за мой английский, которого у меня нет. Мы с вами смотрели Affinity, и вроде бы все хорошо, все задачи решаются, все классно, но, смотрите, мы с вами распределяли поды между, ну, как бы, теми нодами, которые у нас входят в Affinity. А предположим, что вот как и в предыдущем примере, у нас есть, допустим, две зоны. Есть зона Австралия и есть зона в Африке. Да? И мы просто говорим, что у нас Affinity подходит и та зона. Ну, то есть, вот мы говорим, что у нас в Affinity in Африка и дальше in Австралия. И как бы мы пытаемся распределить поды между зонами Африки и Австралии, все хорошо. Причем приоритета у нас между Африкой и Австралией никакого нет. Можно и там, абсолютно никакого приоритета, в отличие от предыдущего примера, где у нас приоритет был. И мы хотим распределить равномерно. Что, допустим, вот у нас там по две ноды в каждой зоне. И мы хотим, чтобы поды распространялись равномерно между зонами. Не между подами, а между зонами. Вот здесь один под, следующий под в другой зоне. Третий под в этой зоне, четвертый под в этой зоне. То бишь, чтобы у нас количество подов было приблизительно одинаково в разных зонах. Приблизительно одинаково в разных зонах. Вы можете сказать, что если в предыдущем примере сделать вес 50, и там, это будет работать? Нет, не будет. Поверьте, не будет. То есть задача у нас, повторюсь, равномерно распределить поды между зонами, вот между серверами зон. Для этих целей используется так называемый pod topology spread constraint. Он позволяет указать много разных вещей, но в том числе там есть параметр, который говорит, какая разница между двумя вот этими зонами, или там тремя зонами, четырьмя, в зависимости, как вы настраиваете, какая разница в количестве подов. Вот, допустим, я хочу, чтобы разница между количеством подов вот здесь и вот здесь была единица. Тогда будет этот здесь, следующий тут, следующий тут, следующий тут, следующий тут, следующий тут. То есть разница.
Я могу сказать, что разница в подах между этими двумя зонами должна быть двойка. Тогда здесь может быть там 3 пода, а здесь 1. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, мы с вами можем указать вот это количество, разница между двумя зонами. Здесь я приведу ссылочку на документацию. Она описана вот здесь в разделе Documentation, в разделе Concept, Scheduling Preemption, бла-бла-бла. И вот есть под Topology Spread Constraints. Вот здесь это все описано. Можете посмотреть, почитать здесь более подробно. Следующий пример будет в разделе спецификации пода содержать вот такую конструкцию. То есть Topology Spread Constraints и дальше его параметры. Как вы понимаете, это у нас массив. Можно несколько разных параметров определять. Max Q. Короче, дельта. Не знаю, как по-английски читается. Максимальная разница количества подов между доменами топологии. То, о чем я вам говорил. То есть, единичка это означает, что не больше, чем на единицу разница между количеством подов в разных вот этих зонах ответственности, которые мы указываем. Дальше. Topology Key. Опять же, то же самое, как и в предыдущем примере, там, где у нас affinity были. Какая метка, установленная на ноды кластера, учитывается при просчете топологии. То есть, при помощи какой метки мы говорим, что вот это разные зоны. Дальше. When unsatisfiable. Господи. Что делать с подом, если он не соответствует ограничению? Ну, допустим, вот у нас по какой-то причине мы не можем никуда данный под распределить. Что с ним делать? Ну, по умолчанию он запрещает запускать под на ноде. По умолчанию. Но мы можем сказать, что если вдруг что-то у нас не получается, то все равно распределяй. В нашем случае do not schedule. Это значение по умолчанию, но я тут его прописал, чтобы просто показать вам, какие параметры здесь используются. Label selectors — это понятно, какие поды попадают под это правило. Вообще очень странно звучит, потому что это же лейблы того пода, который у нас есть, но, скорее всего, я здесь точно не уверен, вот здесь вот абсолютно не уверен, возможно ссылаться на какие-то другие поды, которые есть в этих зонах. То есть, относительно них как-то это все делать. Вот тут я плаваю, но я здесь указал, соответственно, метки наших подов вот этого деплоймента. Дальше, ноды Affinity Policy, ноды Taints Policy. У нас с вами, кроме вот этого топологии spread, могут еще в поде определены Affinity и, соответственно, Tainты. Определены или не определены. Что делать, если... Здесь они какие-то странные, у них параметр honor и ignore. Honor и ignore. Ну, такое ощущение, что разные люди пишут разные куски кодов. На самом деле так и есть. И кто-то решил, что параметр honor это типа true. Блин. А ignore, ну ладно, ignore, в Африке ignore. Все понятно. Значит, первое. Определяет, будут ли учитываться ноды Affinity и ноды селекторы. Да, вспоминаете. Только что смотрели часть. При расчете неравномерности распределения пода. Honor по умолчанию в расчет включается только ноды соответствующими ноды Affinity, ноды Selector. Ну, если вы указали в манифесте, да? Вот в этом манифесте. Ignore в расчеты включены все ноды. Я здесь пишу, что в расчеты будут включены все ноды, даже те, которые не попадают под наши Affinity. Ну, просто чтобы показать, что вот да, можно так. Дальше здесь у нас по поводу Taints. Включаются ноды без установленных Taints. И ноды, для которых у пода есть toleration. То бишь в расчеты, которые у нас будут, включаются ноды, которые без taints и toleration. А если ignore, то по умолчанию все ноды кластера. Ну, я здесь сделал honor. То есть я, видите, пошел против ветра и тут, и тут. Ну, надеюсь, не забрызгает. Вот, собственно говоря, основная вот topology spread constraints, которые я буду сейчас применять в нашем примере. Вот наш пример. Обратите внимание, я сейчас Affinity здесь поубирал. И в том числе анти-Affinity поубирал. Здесь нам потребуется ситуация. Я вам буду показывать ситуацию, когда на одной ноде будет несколько подов. Поэтому я анти-Affinity тоже убрал временно, скажем так. Ну а так все остальное. Как есть, так и есть. Запускаем. И сейчас будем смотреть чудеса. Так, это... Ой, не скопировалось. Вот, теперь создалось. Ну и дальше традиционно смотрим, что у нас происходит. То есть запустился один под запустился. Он попал в зону VS. Нормально.
Дальше увеличиваем количество подов. Соответственно, в зоне CS должен появиться следующий под. Пожалуйста, внимание, следующий под в зоне CS. Увеличиваем количество подов до 3. Смотрим, что получилось. Следующий в зоне VS. Увеличиваем количество подов до 4. Смотрим. Вот распределилось. И давайте сразу бахнем большее количество. Сразу, допустим, 8 подов. У нас это можно, потому что я убрал соответствующее правило. И смотрите, что у нас получается. То есть у нас должно быть 8, да? То есть 4 пода в одной зоне, 4 пода в другой зоне. Считаем VS1, VS2, 3. 4 пода в одной зоне, CS3, CS2, CS2. Видите, в другой зоне у нас один под 3 раза на одну ноду шандарахнулся, неравномерно распределился. Планировщик по каким-то причинам посчитал, что эта нода CS2, она более предпочтительна, чем CS3. По каким-то причинам. Не знаю, это уже нюансы планировщика. То есть нам важно, что у нас поды распределяются равномерно между зонами. Не между нодами в зоне, а между зонами. То, что мы добивались по большому счету. И уберем за собой. Нам больше эти примеры не понадобятся. Они чисто примеры, да, по распределению. Что ж, господа, я показал вам, как повлиять на планировщик в манифестах для того, чтобы каким-то образом ему сказать наши предпочтения о том, где распределять поды. То есть у нас есть ноды селектор, у нас есть affinity и у нас есть под topology это самое split, bla-bla-bla, constraints или что там оно. Это 3 основных инструмента, которые у нас есть, как простые, которые легко доступны нам прямо как админам. Конечно же, можно более тонко настраивать планировщик. Более того, я вам могу сказать, вы можете написать свой собственный планировщик, если умеете, и, собственно, засунуть вместо стандартного в Kubernetes, либо рядом с ним поставить, либо еще чего-то там. Но это настолько такие глубокие дебри, что даже я их не знаю. Там программирование, логика, математика. А с математикой у меня было всегда плохо. Всегда, да. А на этом, пожалуй, все. Увидимся в следующих видео для начинающих. Наверное, не только для них.